Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня наконец-то пришло время смотреть первобытный инстинкт на осьминожку Фейда. Будем сегодня капитанить, за капитана продолжать дальше. Но перед этим, наверное, все-таки заглянем и посмотрим, что же написано на первобытном инстинкте. Я, конечно, знаю, что написано, но давайте взглянем. Защита соперников, ослепленных чернильной Фей, будет снижена. В общем, никаких подробностей по поводу снижения защиты, конечно же, нет. Да. Даже разработчики решили об этом не писать, но зачем? Зачем нам нужны эти подробности? Кстати, режимы заработали, и у нас вышла обновка 3.36. Видали? Целая обновка 3.36. Опять же, завезли, кстати, на крабика Эрла скинчик. Кстати, его можно купить в магазине, мне там уже цена была выставлена. Вот он. Вот он, Эрл в песочном замке. Выглядит вот так вот. Не знаю, будет ли на нем анимация. К сожалению, я не смог его достать, потому что не было других скинов, чтобы это сделать. Но что есть, то есть. Выглядит модненько, да, по сравнению, с другими скинами. Хотя вот заметить, на крабика скинов так-то много. Но это прям какой-то такой более инновационный, что ли. Короче, шапку сделали в виде песочного замка и типа хватит. Хватит для краба. Кстати, заметьте, у него... А нет, низ тот же самый. Ладно, все. Отправляемся за... Фей, тестить ее первобытный инстинктик. Нагибать, все дела в командных боях. У меня на Фей, кстати, немножко жетонов по одному выпадало. Уже почти 14 уровень накапал. А когда 14 накапает, мы сможем взять 4 предмета. И наконец-то Фей раскроется на максимум, я надеюсь. А может не раскроется. Вы же понимаете, это же Зуба. Будет как орлом, что возьмешь сандали с этого, а толку... А толку нужно будет апать рейтинг высокий, чтобы был толк. Так, ну... У нас здесь, в принципе, команда такая очень интересная. Очень прям. Ну, давайте глянем, что же изменилось. Будет ли какой-то эффект дополнительный, не? Ну, по урону, да. По урону изменилось. То есть, если вы помните, урон, ну, по боту это 3 удара, да? Вроде как. Вроде как 3. Всегда было, и как бы... Сейчас только что и луком я снес, ну, наверное, половину, чтобы не обмануть, да? Я думаю, была половина. То есть, в реальности, получается, дает где-то минус 1 удар. Ну сколько это? Процентов 30 получается, 25. Где-то так снижение брони. Ну, снижение защиты, да, брони, защиты. Ну, в общем, вы понимаете. Одно и то же, по сути. Надеюсь. Опять же, если сейчас затестим по противникам, конечно, будет более понятно, но на противниках, вы знаете, очень все это сложно и непонятно. Минус лев красивенько отлетает. Закидываем сюда прекрасные дропчики вот такие вот. Закидываем сюда прекрасный... О! Сейчас как зайдет по нашим противничкам. Ля, какой там урон летит. Какой урон? Как же приятно, когда команда мощная, дерзкая. Блин, жалко не получается потестить нашу штучку, но слишком много урона наша команда заносит. Или то я такой имбовый с этим. Посмотрите на этот дробовик, ну посмотрите, ну. Какая не имба просто. Блин, ну... Ребятки, у меня слов нет. Яра просто отдыхает в сторонке. Какую же они подкрученную имбу сделали? Это дробовик, это гранатка, это лук и копье. Ну, копье, да. Копье, конечно, не имба вообще. Копье не имба. О, там Фей, 13 уровень. Ты шо? Конкуренция. Блин, два спада зажимают с разных сторон. Нужно что-то уходить, что-то делать, а я не могу. Блин, Никс, ты офигел вообще? У тебя с головой все нормально? Такой дерзкий, а? Дерзкий бык на Никсе. Фейс... У них Фей откисло. Гений, просто. Это ж надо было так на Фей плохо сыграть, чтобы откиснуть просто. Офигеть. Это с тем, что я ее даже не трогал, понимаете? То есть я эту Фей вообще не трогал. А, это наш... Какой полезный, а? В замесе был. Типичные Никсы 8 уровня. Конечно, не все такие, как говорится, 1 на 1000 адекватные, а все остальные... Ну, о, видали? А? Какой неожиданный Никс, да? Вообще неожиданный. Просидел весь бой, фиг знает где, чтобы, ну, не помогал своей команде. Потом пришло, залетел легендарный дроп, который идеально мне подходил. Да. А чё бы нет? Какой Никс, а? Красавчик. Вообще. Ай. Да. И, ребятки, серьезно, в этой игре нужно делать, как бы, одну прекрасную штуку. Это кнопочку кика с группы. Ну, знаете, видите 8-го Никса, такая кнопочка кика. Выбираете 8-го Никса, и все, его больше нету в группе. Было бы настолько идеально, что я даже не знаю. Представляете, ну это у вас никто бы легендарный дроп не забрал, а? Можно было бы нормально понагибать, поиграть. Эх, золотые времена были в Зубе. Это команда ботов, я понял. Ну, тут очевидно, ребятки, слишком очевидно. Мне просто команда ботов попалась. Вряд ли это, ну, реальные игроки. Они слишком ведут себя странно, и, ну, это боты. Это 100% боты. 100 пудов. Ни одного скинчика, 13 уровня, как бы, ну, это уже странно, да?
Особенно на те персонажи, которые имеют на 10 уровне скины. Ай, ну не повезло нам. Ну как, наоборот, даже повезло, потому что, как вы поняли, там был замесик, да? Вот, когда мы в домике внутри были, сверху был склад и снизу. Снизу были реальные игроки, а вот сверху это были боты. И если бы это были реальные игроки, они бы нас пришли и задушили. Но, исходя из того, что это были боты, мы просто от них ушли, и они к нам не пошли. Понимаете, в чем прикол? То есть, я рассчитывал, что это реальные игроки, я очень удивился, когда они за нами не пошли и не задушили нас. И мы спокойно раздушили склад, который был снизу. Это было очень странно. Ну вот, как бы, объяснение той ситуации. Да. Такие бывают дела. Не скажу, что не повезло. Повезло очень сильно. Потому что халява, по сути. Еще бы легендарного... О, еще один Никс. Смотрите, какой неожиданный Никс, да? Вообще просто, смотрите. Сама неожиданно... Вот... Они неисправимы, ребят. Это просто, знаете, вот Никс это диагноз игрока в этой игре. Просто диагноз. Это, кстати, обидно, потому что Никсы, как бы, ну, самые сильные персонажи в игре. Тут такие вот уникумы. Уникумы, да. Иногда за них играют. Это, конечно, печально. Самое прикольное, Хамелеон не залутал этот лут, пошел сразу с золотым. Гляньте на эту золотую гранатку. Какая же она кайфовая. Посмотрите на этот радиус. Какой слабенький, а? Какой слабенький. Это, знаете, вот, это же Фэй, это же персонаж, ну, тот самый, да, для тех самых, ну, вы понимаете, да, о ком я говорю, надеюсь. Ну, те, которые радугу любят, все дела. Ну, я, конечно, пытаюсь обходить все темы эти красивые, модные. Никсами, как неожиданно. Так вот, я думаю, они забустили его специально, чтобы он выделялся. Выделялся, типа, он же из этих, да? Ну, вы понимаете, повесточку. Ну, как бы в этом плохого ничего нету. Как бы имбу лютую сделали, ну и сделали. Как говорится, имба имбой, нравится, играем, да? Качаем 4 уровень, ну, 14 уровень, да? И, скорее всего, наверное, я, правда, еще не решил, но... гранатка. Мы будем брать сандали святого. Для чего? Есть вариант, ну, поиграть за Фэй, так очень жестко. Потестить, насколько же она имбовая будет. Все-таки уже первобытный инстинкт есть, все есть, как бы, ну, просто вот бегайте вот так вот. И почему я говорю про имбовость Фэй? Почему? Потому что у персонажа Фэй, у нашего прекрасного, как же эта фигня бесит, а, которая сверху бегает. Так вот, у персонажа Фэй есть такая штука, как увеличенная скорость бега на воде, да? Причем увеличена она значительно. Я бы сказал, даже очень значительно. И за счет того, что она значительно увеличена, можно воспользоваться... Опа, минус 2. И сюда. Сюда. Да-да-да, иди спасай, конечно. Спасет он там кого-то. Так, бахаем. Ля, там кто-то все-таки пытается спасать. Не знаю, как они вообще под моим тут напором пытаются кого-то спасти. Очень странные ребята. Я тут как бы закидываю как не в себя. Бах, что ты надеялся? Не понимаю. Ну, Хамелеон заберет в любом случае. Я никак не успевал раньше него. Ну, что поделать, ребят, вы знаете. Это командный бой с рандомчиками. Ничего здесь как бы такого нету. Главное, это победка. Заметьте, кстати, мой сквад. Ну, оставшие в нем 3 гения. Они там весь, ну, стояли вот на том островке, лутали ту аптечку одну, да. Пока я здесь соло душился, ну, против склада это точно, но я не уверен, мне кажется, там еще один склад подходил уже в этот момент. То есть, по сути, 2 склада уже было. Ну, моя же команда. А чем? Да. Постоять на островке и ничего не делать, это же гениально. Так вот, докачаем Фэй и возьмем на нее, скорее всего, с шансом 100%, сандали святого. Почему сандали? Потому что очень большое преимущество дает. Блин, как же, мне кажется, круто защиту снижает, не? Я, правда, тут вообще ни в кого не попадаю, хотя, не, попадаю, нормально. Ох, какой же массовый урон классный. Посмотрите на это, ребятки, просто стоишь и бахаешь, и бахаешь, и бахаешь, и бахаешь. И все, и бахаешь, и стоишь, бахаешь, и стоишь. Конечно, противнички здесь жирновастенькие такие, знаете, попались против нас, рисуются очень жестко. Ну, вы видели, да, там сколько брюсов было, у них столько мяса было, что это капец. Но по итогу, пока моя команда там умирала потихонечку, да, я раздамажил это все и в итоге получилось затащить. Ну, вы видели, Фэй урона не хватило, чтобы это все раздамажить. Хотя они все были, по сути, в одной точке, я всегда попадал гранатой, дробовиком, там он просто залетал по всем. Так вот, к сандали 100 вернемся, а то я никак договорить не могу. В общем, они же дают Фэй очень большую скорость, потому что на воде у нее и так большая скорость. То есть, по идее, это должен быть очень крутой бонус. Но опять же, есть моменты, если... Ну, я, правда, не тестил, сразу скажу. Я, правда, не знаю, у меня вообще есть сандали святого. Давайте быстренько глянем, ради интереса.
Игра не лагай. Ох ты, 8 уровень, да мы затестим по-любому. Так вот, давайте у нас следующий бой. Сейчас будет. И в чем суть? Фейс же, когда именно заходит в воду, у нее ускорение. Но если она будет заходить в воду сандалями СТО, будет ли у нее ускорение? Тут в этом моменте вопрос. Надо сейчас наверх забирать. Да а что, по прямой нельзя было пробежать, не? А, тут другой сквад. Понял, принял. Ну, как бы, тут сквад. А что, нормально, да? Нормально? Нормально. Причем у них зона, ну, позиция лучше, я хотел вообще туда пойти. У нас тут тоже бот здесь, бот тут. Эти, наверное, сейчас убегут, испугаются, скорее всего. Судя по тому, что... Ну, может, не убегут, не знаю. Лута нету, классно. Ну, акул тут сейчас что-то залутает. Я бахну по боту специально, чтобы у бота была поддержка. Так, погнали. Все, уходим от этих ребят сверху. И убиваем легендарного бота. Ну, конечно, 8-9 уровнем. Ну что с этой игрой не так? Ну вот почему у них это все? Ну что они такие неадекватные, а? Вот зачем? Зачем они это все делают? Каждый раз одно и то же. Я, походу, попал своим этим. Так, ну ладно, закидываем, бахаем. Бусик, конечно, залетает красиво. Нужно себе дистанцию держать против этого прекрасного друга. Иначе мы будем получать очень много урона неоправданного, которого не нужно. А ну-ка, блин, не попасть не могу. Слишком противники душат. Тут еще пингвин как бы достаточно душный из противников. Нужно это учитывать, когда деретесь против такого пингвинчика. Так, ну противники уже поняли, что нас не вытащит никак. Сейчас мы их начнем убивать постепенно. Если не главное, чтобы там аптечки лишние не залутали, потому что это... Ага, залутали. Ну, как всегда, вот почему им везет, а нам нет? Почему? Мне это уже начинает бесить, ну. Ну посмотрите на эту дичь. Почему им везет, почему у них есть дополнительные аптечки, почему они... Все это получают, а у меня Джейд забрала легендарную гранату. Или легендарный дробовик, я не помню. Что-то она забрала вот. Ну вот почему? Почему у меня это, а у них это в команде? У меня слов нет. То есть у них адекватная команда, которая может все сделать, а моя команда, ну, а зачем играть в эту игру? Зачем? Мы же зашли просто посидеть, да, зайти в бой и умереть красивенько. Это, да, это наш выбор, это лучшие игроки. Кстати, заметьте, переходит без ошибок, а? Видали? Ничего себе, разрабы смогли починить. Неожиданно. Ладно, ребятки, на этом мы закончим. Вот такой вот первобытный стик на Фей. Мне такое ощущение, что он вообще не работает. Ну, может, он работает, но я как-то особо не заметил. Что я бил Брюсу одну цифру, что я бил Брюсу другую цифру, что моя команда его не била вообще. Ну, как бы, разницы нету никакой. Поэтому сложно пока что сказать. Возможно, разработчики, как обычно, как бы, ну, выпускают, оно не работает, они потом через полгодика все чинят, ну, вы понимаете. Как было с Волком, мне кажется, так, потому что, мне кажется, у него вообще первобытный стик не работал, возможно. Ну, там даже невозможно, там это было заметно, 100 пудов. У многих персонажей такая штука. Ну, пингвина, мне кажется, ну, не пингвина, я имею в виду Луи, вроде бы мышки до сих пор не работают. Ну, лично, на мой взгляд, потому что написано, они должны усиливаться. Я разницы не заметил. Поэтому, ну, не знаю, усиленные они у меня сейчас или не усиленные, как бы такое себе. Такие вот дела, ребятки, такая вот Фей. Ну, будем ждать лучшего. Хотя, конечно, такой имбе еще и какой-нибудь имбовый первобытный стик, но это было бы уже зашкварненько. Поэтому все-таки, наверное, останется то, что останется. Такие дела, на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.